Здравствуйте. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить следующую тему. Лекции из двух частей. Первая – это резервное копирование проекта. Это немного забегая вперед, но с другой стороны, если это не сказать сейчас, потом это уже будет не очень-то в тему. Поэтому надо сразу учить, как делать резервное копирование. И вторая тема, мы поговорим о решении классической задачи создать свою сущность, сделать для нее интерфейс, так называемый CRUD, Create, Retrieve, Update, Delete. Поговорим про инфоблоки и про компоненты с точки зрения уже разработчика, а не просто вводная тема. Резервное копирование. Многие системы, фреймворки позволяют вам сохранить все, что нажито непосильным трудом. Весь код, который вы написали, все данные, которые есть в вашей базе, все конфигурации сервера, которые вы произвели, все файлы, которые загрузили пользователи. Вот архив со всем этим добром, который потом легко можно восстановить, если с основным проектом что-то не так, называется резервной копией. В Bittrex он тоже есть, но еще его называют бэкап. Это английский. Чтобы сделать резервную копию, силами Bittrex на самом деле почти ничего не нужно самому и делать. У Bittrex есть в панели управления, так называемые админки, страница создания резервной копии. Переходите туда, когда вы поставите свой Bittrex, вы же не захотите, чтобы все ваши лабораторные потерялись. Дальше. Есть две вкладки. Резервное копирование и параметры. Есть два вида резервного копирования. Это, еще раз повторю, это архив. С очень хитрым форматом, но тем не менее это архив, который можно архиватором скрывать. Этот архив может храниться на самом сайте, может храниться в облачном сервисе. К любой лицензии Bittrex предоставляется 10 гигабайтов свободного места в облаке. Туда ничего, кроме этих бэкапов, загрузить нельзя. Если ваш сайт весит меньше 10 гигабайтов, то милости просим, пользуйтесь облаком. В чем плюс? Вы можете развернуть где-нибудь копию того же самого сайта, просто указав ссылку на облако. Почему я про облако говорю? Потому что так на самом деле лучше. Потому что если мы делаем бэкап из соображения, что сервер может с ним что-то случиться, то тогда хранить на сервере запасной бэкап — это не совсем правильно. Если мы исходим просто из того, что много людей работает над сайтом, и сегодня мы можем сломать что-то, что работало вчера, тогда хранение на сайте еще куда ни шло. Рекомендуем по самому простому пути идти, пока хранить бэкап в папке сайта. Потом его все равно нужно выкачать и положить туда, где он вам пригодится. Слушайте, а закройте, пожалуйста, самое шумное окно. То оставим, а это прям вот нам. У резервного копирования есть огромное количество настроек, которые скрываются под галочкой «Включить экспертный режим». Какие тут самые важные и самые интересные? Во-первых, Bittrex может архивировать, а может и не архивировать базу данных. Иногда база данных, в нормальных настоящих проектах, она весит намного больше, чем файлы туда загружены. Десятки гигабайтов, сотни гигабайтов могут весить. А файлов может быть там на пару гигабайт. Свежий Bittrex, только что поставленный, в нем порядка 200, 300, 400 таблиц, и бэкап такого сайта весит где-то 200 мегабайт. Но с течением жизни он, конечно же, разбухает. Поэтому 10 гигабайтов это на первый взгляд много, которые в облаке можно хранить, но на самом деле не очень. Дальше. Из базы данных, из бэкапа можно исключить поисковую статистику. Это те данные, которые не являются критичными, поэтому их тут можно отключать. Поисковый индекс, его всегда можно перегенерировать заново, и журнал событий. Архивировать базу данных надо всегда, эти три галочки ставить не обязательно. Если у вас статистика не занимает гигабайты, но тут, опять же, если у вас статистика занимает гигабайты, наверное, она вам нужна, наверное, вы ее собираете, поэтому удалять ее из бэкапа тоже неправильно. Дальше есть настройки по файлам.
То есть это все про базу данных, дальше идет про файлы. Архивирование ядра, под ядром подразумевается папка Bittrex и все, что лежит в ней. Кроме, сейчас, в папке Bittrex есть папка Backup. Вот туда складываются все созданные бэкапы. По умолчанию вот эта папка, в которой есть бэкапы, не включается в бэкап. Еще раз поясняю. Если вы сделали 5 бэкапов с сайта и делаете 6-й, в 6-м не будет предыдущие 5. Он исключает эту папку, как будто ее нет. Поэтому ее не нужно как-то отдельно защищать. Это ядро, и галочка «Архивировать публичную часть» отвечает за все, что не Bittrex и не upload. Хотя, может, upload и сюда относится. Нет, наверное, все-таки upload тоже относится. Все, что не Bittrex. Его тоже обязательно нужно архивировать. Если у вас есть какие-то очевидно ненужные для бэкапа файлы, вы их можете указать через путь. Вы можете исключать из архива файлы размером больше какого-то. Эти настройки на самом деле говорят о том, что в проекте что-то не так. Если у вас есть файлы, которые вам не нужно бэкапировать, возможно, у вас эти файлы в принципе никому не нужны, их надо удалить и не портить никому жизнь. Тем не менее, бывает так, что в корне сайта приходишь, незнакомый проект смотришь, в корне сайта лежит какая-нибудь Google таблица на 2 гигабайта. Вот зачем она нужна, кому она нужна, непонятно. И обновлялась в последний раз в 2015 году. Удалишь, у кого-то что-то наверняка сломается. Не удалишь, будет занимать 2 гигабайта. Ну, можно один раз забэкапить, а потом исключать, чтобы не было этого мусора. Есть галочка «Пропускать символические ссылки на директории». Это такая сложная вещь. Я просто скажу, ставьте галочку и пойдем дальше. Бэкап можно зашифровать, если очень хочется. Бэкап можно проверить на корректность, вот эта галочка «Проверить целостность архива» после завершения. Вот я сколько бэкапов не делал, не знаю, раз 100 я точно снимал бэкап, вообще ни разу не было того, что целостность архива была нарушена. Но почему бы ее не поставить? Это удлиняет процесс снятия бэкапа там, незначительно. Дальше, длительность шага. Вот это интересно. Вам в том семестре должны были рассказывать про одно из основополагающих отличий веб-разработки от там, мобильной или десктоп-разработки в том, что веб stateless. Он не помнит, что вы у него спрашивали секунду назад по умолчанию, пока не придумали там куки, сессию и все такое. И в вебе есть такое понятие, как тайм-аут. Если веб-скрипт, веб-сайт не смог обработать запрос за какое-то время, там, обычно это 5 секунд, иногда 30, 60, то вам выдается какой-то стандартный ответ, типа вы не дождались, ничего не знаю, уходите. Слышали про такое или сейчас Америку открываем? Ну, в разных системах по-разному. Но опять же, если это настоящий живой сайт, то там не должно быть тайм-аут 30 секунд. Вот покажите мне человека, который, зайдя на сайт, скажет, ой, что-то долго, ну ладно, 30 секунд подожду, если что, ну если уж 30 секунд нет, тогда уйду. Нет, в вебе все жестоко, если вы не ответили пользователю, там, не показали ему страничку за полсекунды, он, скорее всего, даже не станет дожидаться, уйдет. Поэтому, ну какие 30 секунд? Так как бэкап снимается, бэкап сайта снимает с себя сам сайт, админка эту часть сайта на Bittrex, то здесь тоже есть ограничение длительности шага. И в зависимости от ситуации мы можем им управлять, у нас может быть полный доступ к серверу, мы можем залезть, там, порезвиться в конфигурациях и сказать ему, чтобы он ждал не 30 секунд, а 30 лет, если очень захочется. А может быть, что у нас очень-очень дешевенький хостинг, на котором мы не можем ничего. Bittrex мы с грехом пополам можем развернуть, а уж о том, чтобы пойти и поправить тайм-ауты для всего сайта, нет, и речи быть не может. Поэтому тут есть такая настройка, длительность шага и интервал между шагами. Длительность шага мы задаем сами, на всякий случай, ну смотрите, каждый раз снятие бэкапа это может быть пошаговая процедура, там может быть 5 шагов, 10, 20 или 1. Если вы говорите, что длительность шага 5 секунд, а бэкап снимать достаточно долго, то у вас он каждые 5 секунд делает одну и ту же процедуру. Он запускается, скрипт, вспоминает, на каком месте закончил, открывает архив, начинает туда добавлять файлы. У него какое-то время уходит на то, чтобы просто вспомнить, что происходит, открыть архив, все подготовить.
условно, очень условно, он может 3 секунды готовиться, и вы его ограничили суммарно в 5 секунд. Ну, то есть получается, что эффективно вы тратите 2 секунды на каждом шаге. Поэтому слишком маленькую длительность шага не надо ставить, то есть секунду ставить нет. Я думаю, что нет такого хостинга, на котором потребовалось бы ставить секунду. Но если хотите, там, чтобы наверняка, вот ставьте 25 секунд, как правило, это всегда работает, даже там, на средненьких серверах. Для чего нужен интервал? Спросите вы или не спросите. Интервал нужен для серверов, на которых хостер, это компания, которая вам предоставляет услуги, дает сервер в аренду, на таких серверах нередко стоит контроль нагрузки на процессор и на оперативную память. Ну и на базу данных тоже. Чего уж. На все, в общем, там стоит ограничение. Если у вас какой-нибудь дешевый тариф, то у вас прямо в договоре написано, вы не можете дольше 10 секунд занимать процессор больше, чем на 5%. Ну, например. Соответственно, если вы сказали 25 секунд, делай бэкап, это довольно тяжелая процедура. Bittrex ходит по всем своим файлам и по всей своей базе данных. То есть, если у него там миллион товаров в миллионе магазинов, то, соответственно, он каждый товар, каждый магазин себе будет добавлять. Все записи, что есть, он считает и запишет. Поэтому может случиться, что вы сильно очень нагрузите ваш хостинг. Чтобы не было непрерывной нагрузки, вот и ввели интервал. Если у вас действительно какое-то такое ограничение есть, ставьте его побольше. 5 секунд. То есть 25 секунд работаем, 5 секунд передышка. Еще 25 секунд работаем, еще 5 секунд передышка. Бэкап снимается автоматически, там не надо ничего нажимать, пока эти шаги идут. И последний интересный параметр – максимальный размер несжатых данных. Он интересный, его надо ставить 2047, а почему и как это работает, сейчас чуть позже расскажу. А это интервал 5 секунд? Да. Что с ним? Ну то есть вот 25 секунд мы занимаем и 5 секунд отдыхаем. Почему нет количества времени? Это, например. Ну, допустим, 15 секунд и 5 секунд. Это можно нормально? Да, можно. Просто 5-3 секунды. Надо в этих цифрах надо исходить. В первой цифре, какой у вас тайм-аут, если у вас тайм-аут на сервере 30, то лучше взять чуть поменьше, чтобы, не дай бог, он вас не отрубил. Потому что если вас отрубает серверный тайм-аут, то бэкап все останавливается, вы видите на странице создания бэкапа ошибку 504. Обычно ошибка 504, она на весь сайт беленькая, черненькая на беленьком. А тут у вас в маленьком вот этом окошке, вот такого размера, будет 504 написано. Поэтому берете тайм-аут и там секунд на 5 поменьше. А пауза, это зависит от того, есть у вас ограничения по нагрузке на сервер или нет. Если нет ограничения, ставьте там 1 секунду или 0, и все, он у вас будет непрерывно сниматься. И даже если у вас ваш сервер, как правило, то вы можете просто поставить там 500 секунд ограничения, он за один шаг все снимет, все будет хорошо. Ответил на вопрос? Когда бэкап создан, вы видите вот такую плашку. Размещение, где, сколько весит, сколько там, файлов в архиве, сколько данных из них занимают. Вот, обратите внимание, про название бэкапа чуть позже поговорим. Расширение, tar.gz. Это такой, один из них это действительно архив, tar, нет, наоборот, gz это архив, а tar это просто разбиение файла на несколько частей, если нужно. Его можно открыть там любым 7-zip. Не знаю, как там насчет WinRAR, но 7-zip замечательно справляется. С оговоркой. Скачать бэкап потом можно через тот же Bittrex или подключившись по FTP, забрав его из папки Bittrex Backup. Да, вот как раз скриншот из программы FileZilla. Пользовались когда-нибудь FileZilla? Да. Она называется, похоже на Mozilla, легко запомнить. Firefox, которая подключаетесь к сайту, ну, пожалуйста, Bittrex Backup, тут все лежит. Если у вас 5 бэкапов, у вас тут будет минимум 5 файлов. Почему минимум? А чуть позже. Я все чуть позже, когда-нибудь это позже наступит. После скачивания бэкапа, в нашей компании как происходит, обязательно нужно удалить этот бэкап на сайте, потому что если сайт весит 5 гигабайтов с базой данных, с картинками, и вы сняли бэкап, сайт сколько после этого начинает весить? 10. Примерно 10, да.
Соответственно, если вы каждый день снимаете бэкап, у вас однажды закончится место просто потому, что вы забили его старыми бэкапами. Поэтому бэкап сняли, к себе на компьютер куда-нибудь в надежное место забрали, скачали и после этого удалили его обязательно с сайта. Если у вас есть FTP-хранилище, у нас, у каждого разработчика есть хранилище, то вообще то, что доктор прописал, положили туда и все. Теперь этот бэкап и у вас место не занимает, и на сервере не валяется. Как правило, бэкап нужно делать перед началом работы, чтобы была возможность восстановить то, что было до ваших шаловливых ручек. После окончания правок на бою, тут уже наоборот. Если после вас кто-то придет и все затрет, что вы сделали, нужно, чтобы у вас был бэкап, чтобы вы могли сказать: эй, верни, вот у меня есть бэкап, все из него восстановлю. Ну и профилактически в начале дня и в конце дня. Иногда начало дня совпадает с началом правок, а конец дня с окончанием правок. Что еще есть в бэкапах? Например, у него интересная схема формирования. По имени файла можно много сказать о том, как этот бэкап был снят. Во-первых, там есть адрес сайта, если вы его в настройках указали. Он в настройках, по-моему, в главном модуле. Да, указывается в настройке главного модуля. Если вы туда не заходили после установки Bittrex, тем более в первый раз, туда, как правило, люди не заходят. У вас не будет названия адреса сайта, будет, видите, он в квадратных скобочках, не будет адреса. Дальше идет дата, время, тип бэкапов бывает полный, когда вы отметили галочками, что вам и публичная часть нужна, и база данных нужна, и ядро нужно. Если у вас все, кроме публичной части, то там появится слово NoPub. Если у вас только ядро Bittrex, то слово Core. Если у вас все, кроме BD, то NoSQL. Это не тот NoSQL, который на слуху, просто NoSQL. И тут еще есть какая-то последовательность из 8 символов. Вот скажите мне, как думаете, зачем там вот эта последовательность из 8 случайных? Это не хэш, это реально случайные символы. Ну, чтобы бэкап, то есть так тогда будет все время одинаковое, ну, то есть, возможно... Есть дата и время. Ну, то есть, если в одну дату и время, это два бэкапа сделано. На самом деле в одну дату и время не делаются бэкапы. Ну, вот контрольная сумма, нет? Это точно не контрольная сумма. Случайно, это из набора 16 символов, набор 16 символов, и там еще 8 подряд. Так, это чтобы типа GUID, чтобы в случае чего можно было найти. Хорошая гипотеза, но тоже нет. Эти бэкапы, я сказал, в какой папке лежат? Bittrex бэкап, правильно. Если вам нужно получить доступ к какому-то файлу, например, JS, который лежит в Bittrex, вы можете его посмотреть как-нибудь? Допустим, я вам скажу, что в Bittrex, JS, main, там лежит какой-нибудь файл main.js. Вы сможете посмотреть его содержимое, не имея доступа к сайту FTP? Наверное. Введя его в браузер. Вот если ввести название бэкапа в браузер, то он у вас начнет скачиваться. Потому что сервер увидит, что вы запросили файл, браузер знает, что делать с файлом, который не является картинкой. Картинку он покажет, документ он откроет, музыку воспроизведет, видео тоже, а вот архив он скачает. Соответственно, это сделано. Мне, кстати, нравится версия про GUID. Может быть, и для этого тоже. Я всегда считал, что это все-таки для безопасности. Потому что тупо перебором, зная адрес сайта, можно подобрать, можно просто проверить, а не завалялся ли там чей-нибудь бэкап. Ну, дату и время еще нужно угадать. Да. А потом еще и... Довольно-таки реально. У нас тут время в секундах. Сколько у нас секунд в дне? В одном часе 3600 секунд. Еще на 24 умножаем. Тем более, если мы знаем, что бэкап делать условно вечером. Если да, мы знаем, что это хороший ремонт, то каждый день там будет бэкап. Значит, мы день фиксируем и начинаем перебирать время. Послать один запрос HTTP и узнать его ответ, это микросекунда. Послать 1000 запросов, это условно секунда. Мы довольно быстро можем просто все варианты перебрать. А вот 8 символов, вот это уже не так просто. Так что есть тут такая защита. Как раз. Куда пойти, если вы не видите в названии вашего архива адрес вашего сайта? Это настройки главного модуля.
Вот есть еще один такой странный сценарий. Вы открываете настройки главного модуля, а там есть адрес сайта, а в бэкапе нет. Это все происходит по такой неочевидной причине. Bittrex иногда, если программист, ответственный за какую-то функцию, проявил инициативу, вам предлагает значение по умолчанию. Вы вот открываете форму, в которой вас спрашивают ФИО, телефон и имейл. Если вы раньше на этом сайте были, он может уже подставить ваше ФИО, имейл. Вот так же и здесь. Только тут ожидается, что вы введете URL текущего сайта. Как вы догадываетесь, сайт знает свой URL. Поэтому после установки сайта там может быть написан адрес сайта, но он не сохранен в PD. Это просто вам предложение, чтобы вы нажали кнопочку «Сохранить», и тогда оно сохранится в базу. И тогда оно попадет в название. В общем, если там URL нет, введите, если есть, пересохраните, все должно пройти. С 7-zip можно бэкап открыть. Сначала вы открываете, знаете, это как в сказке про Кощея. У нас он называется .tar.gz. Сначала вы открываете файл, который называется .gz, и внутри него видите .tar, а потом этим же 7-zip открываете. У вас всегда будет ошибка, вот такая, как на скриншоте, но это нормально. Потому что Bittrex снимает бэкап своим алгоритмом. Чуть-чуть своим, чуть-чуть не тем, которым 7-zip работает. Поэтому тут есть такая ошибка, но в остальном все работоспособно. Бывают многотонные бэкапы. То есть у нас было пошаговое снятие бэкапа, а теперь у нас еще есть многотонные бэкапы. Если ваш файл не помещается в один файл, если ваш сайт в виде архива не помещается в один бэкап размером 2, 3, 10 гигабайтов, то его можно разбить на несколько частей. У этих файлов будет различаться расширение. У первого кусочка будет tar.gz, у второго tar.gz1, у третьего tar.gz2 и так далее. Сейчас посмотрим, что на следующем слайде. В принципе, эти все бэкапы, если ваша файловая система позволяет, можно потом все равно объединить в один командой cat. Что может не позволять операционная система? Почему мы говорим про максимальный размер части бэкапа? Может не позволять. А именно, например? Ну, то, что там, допустим, он не может 2 гигабайта там так держать, и надо так делать. Вполне может быть, устаревшие файловые системы, по-моему, FAT32 как раз такая, не позволяет создать файл размером больше 2 гигабайт. 4? Давайте примем, что FAT сколько-то не позволяет создать файл размером больше, чем сколько-то гигабайт. Но, конечно, FAT32 точно на сервере не будет. Есть еще одна причина. Дело в том, что, опять же, Bittrex создавался очень давно, уже 20-я версия, ему примерно 20 лет. 20 лет назад, представляете, какой был интернет, каким был веб, все было не таким. То, что сейчас из себя представляют самые дешевые хостинги, это вот бледное подобие того, что было тогда повсеместно. Смотрим на самый дешевый хостинг, понимаем, насколько неудобно все и убого. Вот примерно так, только раз в 10 хуже было тогда. Дешевые хостинги, некоторые, они не дают вам FTP доступ, они не дают вам SSH доступ. И если вы хотите загрузить какой-нибудь файл на сервер, вы купили место на сервере, вы хотите туда загрузить файл, они вам дают свою админку, не битриксовую админку, которая за Bittrex отвечает, а админку всего сайта, всего сервера. И там есть, это веб-страничка, там есть поле ввода с типом файл, знаете, такая кнопочка «Загрузить файл», нажимаете, выбираете. Как правило, там стоит ограничение в 100 мегабайт. Нельзя загрузить файл через такие панели больше, чем 100 мегабайт. Если вы знаете, что вам предстоит бэкап распаковать где-то вот в таком месте, то тогда на шаге настройки вам нужно указать, что максимальный размер одного тома это 100 мегабайт. Там даже по умолчанию, по-моему, стоит 100 мегабайт. Но это совершенно не обязательно, если у вас хороший хостинг. Если хороший хостинг, ставьте максимально возможный размер кусочка 2 гигабайта и наслаждайтесь жизнью. Почему наслаждаетесь? Потому что, хотя бы скачивать эти бэкапы вам будет проще. Посчитаем, да? Если сайт весит 30 гигабайтов, и вы разбиваете его на кусочек по 100, много кусочков. Если вы его разбиваете на куски по 2, меньше кусочков. Почему? Я встречал такой вопрос. Куски архива
с сайтом весят не 2 гигабайта, если вбито 2 гигабайта ограничения. Ответ. Сначала берется весь сайт. Допустим, у него размер 6 гигабайтов, 640 мегабайт. Он разбивается на куски максимум по 2 гига. 2, 2, 2 и 640 мегабайт. Вот здесь действует ограничение на размер исходных файлов. А исходные файлы потом уже архивируются, и они могут сильно ужаться и усохнуть, а могут не сильно. Вот в нашем примере 2, 2, 2, вроде куски, но первый сжался в 1,3 гига, второй в 300 мегабайт, третий в 1,8. Наверное, во второй части очень много текстовых больших файлов, которые очень хорошо сжимаются, а в части 1,3 могут быть какие-нибудь видео или аудио, которые уже сами по себе сжаты и много не дают эффекта. Вы пробовали когда-нибудь видеоролик сжать какой-нибудь RAR? Ну вот он, может даже он чуть больше станет весить. Ну, как правило, там, ну, не знаю, на процент меньше станет, потому что все-таки алгоритм там, шифрования у всех разный. Видео это уже архив в какой-то степени. Так что сильно меньше места занимать не будет. А четвертый кусочек, который был 600, стал 100 мегабайт. Вот поэтому там 2 гига вы никогда не увидите в результате. Ну, вот, все то же самое, что я говорил. 100 мегабайтов для хостинга и 2 гигабайта, если все хорошо. Если база данных сайта весит действительно много, Bittrex может очень долго с ней справляться. Дело в том, что он свои бэкапы создает, ну вот прям, знаете как, очень-очень глупый человек. Он делает запрос, он сначала узнает, сколько таблиц в базе, одним запросом, потом из каждой таблицы по одному начинает вытягивать записи и себе их дублировать. Это довольно неэффективно. На больших базах это чувствуется. Бэкап, я видел бэкап, который снимался 2 дня. Я компьютер боялся перезагрузить, потому что там участвует JavaScript, и, соответственно, должен быть открыт сайт в браузере. Если нельзя это сделать автоматически. Так вот, если база данных весит очень много, еще есть вторая проблема. Не то, что оно долго делается, оно еще потом не всегда может восстановиться корректно. Вот так, сюрприз. Сделали бэкап, а он потом не всегда восстанавливается. Плохо, плохо. А в других CMS-ках вообще нет бэкапирования нормального. Так что, если точно знаете, что такая проблема возможна, то тогда силами Bittrex делайте бэкап только файловой системы сайта, а BD надо копировать специальным инструментом для резервного копирования BD. Этот инструмент называется MySQL Dump. И вы с ним знакомы? Нет. Ну, хорошо. Тогда вот подсказка вам. Когда надо будет сделать бэкап BD, запускайте команду MySQL Dump. Это, разумеется, вы должны делать на том сервере, где база данных развернута. Говорите имя BD, указывайте логин, пароль. Вернее, указывайте, что есть пароль, флажочек -P, и говорите, в какой файл все выгрузить. Он выгрузит его в формате, это будет текстовый документ, но будет называться .sql. Там будут прям все конструкции. Create, insert, будут все идти по очереди. Потом, после того, как вы указали, что у вас есть пароль, он его спросит, вы его вводите, все, готовый SQL файлик создан и достаточно быстро, намного быстрее, чем в Bittrex. После этого вы его архивируете. Вот, знающие люди, их ничем не удивить. А тех, кто с Linux работает не очень, вот это вот tar-zcvf, это просто создать архивчик. Такой вот синтаксис не очень очевидный. И не забудьте стереть оригинальный файл, который в архив добавлен. Все, после этого у вас есть маленький файлик с базой данных, который восстанавливается достаточно просто. Вот так. Потом посмотрите. Через уже MySQL команду. Если на сайте есть большие файлы, мы их исключаем или говорим, что в принципе не архивировать большие файлы. Банально. Про многосайтовость мы не говорили, пока и не будем про бэкапы говорить, сильно потом. Вот, если бэкапы есть, надо, ну, опять же, это фрагмент из инструкции наших разработчиков. Надо предупредить ответственного менеджера за проект, надо удалить обязательно неудачный бэкап. Как правило, бэкап не создается, вот в 99% случаев, если ошибка бэкапа,
у вас просто место на сервере кончилось. В жизни каждого веб-разработчика наступает тот замечательный, удивительный, полный необычных впечатлений день, когда он сталкивается с ошибкой, и место закончилось на сервере. Как вы думаете, как эта ошибка проявляется? Сервер пад. Она может проявляться десятком способов, но ни один из этих способов, к сожалению, не выглядит как там, сообщение «у вас закончилось место на диске». Если вы об этом не позаботились заранее, если вы написали скрипт, который каждый раз это проверяет. Или не подключили услугу хостера. Как правило, если на сервере закончилось место, то все новые файлы создаются пустыми. Если вы какой-то файл хотите поредактировать, он опустошается. Соответственно, и бэкап, когда вы пытаетесь создать, он создается, но весит 0 байтов. Вот если вы видите, что происходит какая-то непонятная ерунда, скорее всего в этом дело. Если место закончилось, как правило, его занимают бэкапы или кэши, надо сбросить кэш, надо удалить самый старый бэкап, как правило, там, не знаю, бэкап по закону подлости, даже не по закону подлости, просто вот в среднем всегда есть бэкап почему-то вчерашний, даже если никто не работал с сайтом, почему-то вчерашний всегда есть. Всегда есть там месячные давности и какой-нибудь годовой там еще 2017 валяется. Вот 2017 скачали себе на всякий случай, если он кому-то нужен, удалили с сайта, все, место освободилось, можем делать бэкап новый. Если сайт продолжает падать, уменьшаем длительность шага, увеличиваем интервал. Если не помогает, отключаем компрессию архива, то есть это перестанет быть на самом деле архив, теперь это будет просто файл, в котором уже скопированы все файлы. Если не помогло, отключаем еще и проверку целостности. До третьего, на самом деле, до второго шага даже никогда не доходит. Но последовательность такая. Бэкапы можно снимать автоматически. Там по ссылке есть вся информация, как это настроить в Bittrex. И помните, что хороший программист всегда делает бэкап, прежде чем свои изменения вносить на проект.